Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в меню пирог из рыбы с рисом. Для данного пирога нам понадобится, соответственно, дрожжевое тесто сдобное. Для начинки нам понадобится филе рыбы. Мы взяли филе судака, рис и сливочное масло, лук репчатый. Для теста нам понадобится килограмм муки, пол-литра теплого молока, 25 грамм дрожжей, которые мы разведем в стакане теплой воды, полстакана растительного масла, 2 яйца, полстакана сахарного песка, столовая ложка соли без горки. Для обжарки лука нам понадобится еще растительное масло. Рыбу пока присолим и уберем в сторону и займемся тестом. Поперчим. С обратной стороны сделаем ту же самую процедуру. В зависимости от формы пирога рыбу можно как целым филе, так можно и порезать кусками. Солим, перчим по вкусу. Все, уберем ее в сторонку. Возьмем сотейник, 1,5 стакана риса, заливаем его водой, рис нам надо сварить до полуготовности. Посолим сразу его и отправим вариться на плиту. Так, рыбу мы посолили, рис поставили вариться, займемся тестом. Для этого нам понадобится миска. Отправляем сюда 2 яйца, полстакана сахара, полстакана растительного масла, столовую ложку соли. Все тщательно перемешаем. Добавим сюда пол-литра теплого молока. Перемешаем. Разведем 25 грамм живых дрожжей со стаканом теплой воды. Пока мы готовим, рис параллельно у нас варится. Дрожжи развели, отправляем к нашей будущей опаре. Все перемешаем. Пока мы готовили опару, рис у нас сварился. Сейчас нам надо его слить и немного промыть. Дадим рису стечь, а тем временем займемся мукой. Просеиваем муку. Замешиваем и постепенно добавляем муку. На то количество ингредиентов, которые я положил, обычно у меня уходит килограмм муки. Ну, там может чуточку остаться, все зависит от клейковины. А так обычно ровно на килограмм. Там грамм 50-70 остается на подмес. Тесто месим, оно не должно будет прилипать к рукам.
Доводим до однородной массы. Все комочки разбиваем. Как я и сказал, уважаемые друзья, все зависит от муки. Мне пришлось добавить еще стакан муки. Видимо, у этой муки клейковина чуть другая. Доводим до такого состояния. Переложим в более объемную посуду. Накроем и уберем в теплое место для того, чтобы тесто поднялось. Через полчаса сделаем еще один подмес, и через 1,5 часа оно у нас подымется, и будем делать пирог. А тем временем, пока поднимается тесто, рис у нас стек. Мы переложим его. Готовим начинку. Добавим сюда сливочного масла, столовую ложку, чтобы рис у нас был сочный. Замешали. Теперь нарежем лук для жарки. Нужно обжарить лук. Лук нарезайте кому как нравится, полукольцами, четверть кольцами, кто как привык. На данное количество теста и рыбы лука мы взяли 6 средних луковиц. Я люблю, когда в пироге много лука, он придает свою сочность. Лук нарезали, теперь нам надо будет его обжарить. Возьмем сковороду, нальем грамм 50 масла, отправляем лук. Лук нам надо присолить и поперчить. Солим, перчим по вкусу, так как вкусы у всех разные. Пироги вообще люблю с детства. У меня прабабушка и бабушка готовили пироги, ну, в неделю, наверное, раза два, это точно. Отличие только было в том, что бабуля готовила их дома в духовке, а у прабабушки в деревне она готовила их в русской печи. Ну, сравнение, конечно, русская печь и духовка — это две большие разницы. Лук нам нужно довести до карамельного такого цвета. Чтобы быстрее лук приготовился, добавим немного воды. Таким образом у лука выделяются сахара, и он быстрее приобретает карамельный цвет. Лук готов. Отправляем его к рису. Перемешаем. Это будет у нас пирог. Люблю рыбу. Не знаю, как мой любимый зритель, но я люблю пироги с рыбой. Так, убираем это все в сторону. Нарежем кусочками наше филе, чтобы удобнее было формировать пирог. И достанем тесто. Вы можете применять любую рыбу, ну, желательно без костей. Хотя я делаю пирог с лещом целиком, тоже очень вкусно получается. Так, убираем это все в сторону. Начинка у нас готова. Займемся тестом, друзья.
Дорогие друзья, наше тесто поднялось. В процессе, пока оно у нас стояло, я его один раз подмешивал. Вот. Сейчас мы подпылим нашу доску мукой. Чуть смажем руку маслом. Разделим его на две части. Одна из них должна быть чуть больше, которая у нас пойдет на низ. На крышку чуть поменьше у нас. Слегка подмесим. Раскатаем пласт. Раскатываем на размер нашего пирога, чуть больше листа противня. Пирог у нас квадратный, нежно. Дрожжевое тесто любят нежные руки. Обычно этим занимаются женщины в наших селениях. Соберем его и отправим на наш противень. Чуть-чуть растянем. Выложим начинку на тесто. Сначала уложим рис с луком. Рис ложите, я люблю, чтобы как бы и риса было с луком побольше, и рыбы. Выкладываем рыбу побольше. Пирог должен быть смачный. Кусочки вот так развернем. Вот. Сверху на рыбу остатки риса сформируем. Нижний рис у нас соком рыбы пропитается. И надо добавить сюда грамм 70 сливочного масла, чтобы у нас пирог сухой не получился, так как судак будет готовиться, у нас пирог целый час запекаться, надо, чтобы все пропиталось маслом. Припылим стол и раскатаем крышку для нашего пирога. Раскатываем прямоугольную крышку. Можно чуть больше размером, лишнее отрезать потом. Складываем в 4 части. Ложим. И разворачиваем. Запечатываем пирог со всех сторон. Сначала защипили. Есть два варианта. Для ленивых хозяек берете, оттягиваете и подворачиваете под пирог. Для хороших хозяек пишем как пельмени. Дорогие друзья, вот такой вот пирог мы упаковали. Я тут еще поизгалялся, сделал рыбку на него, чтобы это было красиво, чтобы понятно, что это рыбный пирог. Сейчас он у нас 20 минут должен постоять, настояться на столе. Наш пирог 20 минут настоялся. Отправляем его в духовку, нагретую до 140 градусов на 20 минут, и потом добавим до 180 градусов. В общем, он у нас будет стоять час в духовке. Отправляем пирог в духовку. Дорогие друзья,
У нас прошел час 10. Пирог с рыбой готов. Давайте достанем его и посмотрим, что у нас получилось. Вот такая красота получилась у меня. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Жалко мне мое творение резать, особенно рыбу. Вот такая красота. Пирожок. И его сейчас хочу попробовать. Что-то давно не ел пирог с рыбой. Ну что, дорогие друзья, желаю просто попробовать. Обычно на компанию я открываю верхнюю крышку, и мы прямо ложками едим. Тесто пышное получилось, мягкое, воздушное. Самое из начинки, вот, но желательно луку побольше ложить, чтобы она была сочнее. Рыбу можно, повторюсь, любую применить. Красную, белую рыбу любую. Ну, желательно филе, без костей, чтобы было приятнее кушать. Все пропеклось так, как надо. Рыба готова. Рис дошел. Лучок у нас и до этого дошел. Мы уже готовы его ложили. Пироги. Мое любимое, но не так часто я их себе позволяю кушать. А то бы уже давно распухла она. Поэтому ради вас, ради зрителей, я сегодня согрешил. Приготовил себе очередной пирожок. Дорогие друзья, на этой приятной ноте я по традиции хочу поздравить всех, у кого сегодня день рождения, пожелать всех благ, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой, тепла в доме. Радуйтесь, будьте любимы, любите близких, окружающих, относитесь более дружелюбно к тем, кто вас окружает. На этом я хочу с вами попрощаться. Готовьте вкусно, ешьте вкусно. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. С вами был Волоха. Всего доброго.